Приветствую на второй части лепки Тирекса и Гиги. Это у нас тираннозавр, а это гиганотозавр. Значит, тираннозавр по имени Скотти и гиганотозавр вот с таким космическим именем. Напоминаю, кто не видел первую часть, посмотрите, вот ссылочка сверху будет. Я делаю этих двух террористов мелового периода не просто, чтобы получились классные фигурочки, но и для того, чтобы сравнить их визуально, кто круче все-таки. А то, знаете ли, ходят тут всякие слухи, что Гига заделает в честной пацанской схватке королевского завра. Не знаю. Я хватаю, значит, схемы, реконструкции наших бойцов и бегу мастерить каркас из проволоки, который потом щедро закрываю толстым слоем честно добытой полимерной глины. Это, собственно, краткое описание первой части. Итак, поехали. Начинаем с Тирекса. Шею буду делать такую суховатую, жилистую. Стеками делаем складочки на коже, на шее, в нижней части. Сверху пусть она будет более грубая, плотная. Поэтому складки там не будем делать. Шея у него должна быть действительно мощная, я так думаю, чтобы держать такой здоровый котелок. И к тому же анатомически я учитываю, что когда он издавал рык, она должна быть более, скорее всего, более широкая. И вот эти малюсенькие всякие складочки, штучки я прорисовываю, это да, это я люблю делать. Надеюсь, будет круто. Следующий шаг — это лапы. Такой каламбур, шаг лапы. В общем, начинаю снизу, для удобства работы в дальнейшем. Лепим его снизу вверх. Это будет моя основная схема. Коготочки потом я делаю такие уплотнения на пальцах. Они будут доходить прямо до сустава. Вот таким примерно образом делаем и вторую лапу. С другой стороны лапы, на стопе, я разделяю каждый палец, делаю складочки уже более острым стеком и каждую немного разглаживаю. Можно использовать для этого пленочку, если вы знаете, такую через стрейч делать складки, но я люблю в основном применять всякие стеки. Теперь берем эту куриную ногу и делаем из нее такую мощную, сочную, мясистую лапу. Прорисовываем ему мышцы. В голове что-то у меня уже. Сейчас такие мысли у меня. Интересно, какой на вкус этот завр был? У вас было такое вообще? Думали про это? Какие они на вкус были, эти динозавры? Смотрю на эту ногу просто, и у меня уже аппетит разыгрался. Вообще, что вообще за мысли такие, не знаю. Но морщинистые коленочки, как у бабушки локотки, весь мой аппетит резко перебили. Так, небольшой перекурчик. Дальше. Снова ноги. Добавляем на передней части немного такого неровного, более твердого покрова. Вверх-вниз он ложился, вставал, и наверняка у него эта часть была такая грубоватая или защищена. Как мы будем делать нашу кожу? Чешуйки точнее. Все просто. Следим за руками. Я думаю, все уже понятно. Берем карандаш механический, лишаем его грифеля, и он превращается в прикольный трафарет для пупырышек. Можно слепить и отдельно трафарет, но я решил, что такой способ будет в данном случае лучше подойдет. Добрались наконец до верхушки. Хотел я сделать гребень, потом передумал. Голым оставлять тоже как-то тупо, поэтому заштопаем ему такой вот броней. А Гиге не скажем, пускай обломает свои зубы. Побольше складочек и мышц нарисуем, это всегда круто. И потихоньку уже приближаемся к голове. Осталась она у нас только одна, не тронута практически. А это у нас самая замороченная часть нашего завра. Там все, что можно. И складки, и чешуя, наросты, куча запчастей в открытом пасти, зубы, язык, жевательные мышцы, ну и, конечно, глазища. В общем, все подряд. Нужно не опозориться и сделать голову динозавра, а не пойми что. Ну и не переборщить тоже. Гребень небольшой будет, небольшой. В начале морды сделаю в 3 ряда и на макушке такие пластиночки. Ближе к зубам они, очевидно, у него были.
Сделаем вот такой вот модный рисунок мелового периода и оградим его остеодермками ми от обычной чешуи. Все, неужели дело близится к концу? Фух, осталось украсить нашу красивую чешую такими вот рогаликами, рожками на теле, остеодермками. Раскидаем немного пупырышек по ногам тоже ему и на спине. И это финальный будет штрих у нас на сегодня. Пожалуй, я сделаю еще одну часть. Следующее видео будет окончательное. Там я доделаю голову, глаза, зубы. И гиганотозавра также, соответственно, доделаем. Ну и покрасим их. И, конечно, сравним. Все измерим точнее. Их отличия. Сравним, в общем. Спасибо за просмотр. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующую часть. Всем пока-пока. Покеда.